Бренд Nike выпускает ежегодно сотни разных видов футбольной обуви, и для большинства покупателей разобраться в многообразии довольно непросто. Но давайте попробуем. Прямо сейчас я расскажу о технических и маркетинговых фишках всех силуэтов бутс Nike, актуальных на данный момент. Какие выпускают, чем отличаются, для кого и за сколько. Разберемся в вопросе досконально. Но перед тем, как начать, напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon.bet, которая фаворитом Кубка Америки считает сборную Бразилии. Хотя я уже после травмы Неймара в этом сомневаюсь. А как думаете вы? Ссылку оставлю внизу, а теперь приступим. В общем видео про рынок бутс мы с вами разобрались, что бренды классифицируют футбольную обувь по такой структуре. Силуэты, уровень, тип подошвы, цветовая коллекция. Если не видели тот ролик, обязательно посмотрите. Ссылку на него я оставлю в описании. У Nike существует 4 основных силуэта, которые имеют визуальные и технологические отличия. Mercurial, Phantom Vision, Phantom Venom и Tempo. Все виды бутс Nike позиционируются по-разному, разделяя рынок на сегменты, ведь людей много, и у каждого из нас требования к обуви могут отличаться. Это и ширина стопы, и предпочитаемый тип материала, и вес, и так далее. Каждый силуэт выпускается в нескольких вариантах, которые отличаются друг от друга по уровню профессионализма, а это разница в технологиях и ценнике. Бренд дает предельно понятное обозначение этим подвидам. Элит самые топовые и дорогие, Про полупрофессиональные, Академ любительские, Клаб для новичков. Помимо этого, каждый уровень выпускается с разными типами подошвы под любые покрытия. Отсюда такое многообразие видов бутс. Теперь расскажу обо всех силуэтах подробно. Nike Mercurial – самый хайповый силуэт. Все просто. Модель очень давно на рынке и отлично себя зарекомендовала. Плюс ее продвигает чуть ли не главная звезда Nike Криштиану Роналду, а также множество крутых игроков вроде Азара или Неймара. Mercurial рекламируется как обувь для быстрых футболистов. Их фишкой является малый вес. Это самые легкие бутсы Nike. Сам силуэт делится на два подвида, которые отличаются друг от друга одной деталью. Суперфлай с носком в области голеностопа и вейпа без него, причем на всех уровнях. Mercurial подходит для футболистов с узкой и средней шириной стопы, при этом предыдущее поколение бутс было уже. Еще одной фишкой мерков является раздельная подошва. Эта технология появилась как раз при последнем обновлении силуэта. Модель для профессионалов Elite самая продвинутая с кучей разных преимуществ. Это верх из Flyknit по технологии 360, который как бы обхватывает вашу стопу и дает шикарную посадку. Это самая крутая версия подошвы. Это внутренний каркас для амортизации, а также технология All Condition Control для хорошего ведения мяча в непогоду. Элитные Superfly стоят 19 тысяч рублей, а Вейпа 16 500. Следом идет версия с названием Pro, которая на самом деле полупрофессионального уровня. Ценник бутс с носком почти 12 тысяч, а без него 9К. Разница в цене с Elite вполне оправдана, ведь начинка бутс стала проще. Более плотный верх и отсутствие текстур делают чувство мяча чуть хуже. Более упрощенная подошва влияет на ваше передвижение. Но некоторые фишки топовой модели остались. Это внутренний каркас и All Condition Control. По соотношению цена-качество многие ребята считают именно версию Pro самой оптимальной. Версия Академ для футболистов-любителей с топ-технологий ничего не осталось. Бутсы сделаны из более дешевых материалов, чтобы снизить ценник. Они продаются по цене в районе 6000 рублей. Верх еще более плотный, чем в версии Pro. Подошва также стала бюджетнее, хотя по-прежнему остается раздельной. Ну и самый бюджетный уровень меркуриалов – Club. Стоит около 5000 и лишь с виду напоминает профи-модели. Даже раздельная подошва здесь не применяется. Полная таблица отличий версий перед вами. Для удобства мы опубликовали в нашем паблике ВКонтакте такие таблицы по всем 4 силуэтам. Ссылку оставлю внизу. И кидайте в предложку там же ваши отзывы о бутсах Nike. Желательно с фотками. Делитесь полезной инфой, мы опубликуем. Давайте соберем самую большую базу крутого материала вместе. Ну и вступить в группу не забудьте, ведь она у нас классная. А пока переходим ко второму силуэту. Модель Nike Phantom Vision вышла год назад вместо линейки Magista и завоевала сердца многих. Ее основная фишка – система скрытой шнуровки. При контакте с мячом ничего не мешает. Данная модель подходит ребятам со средней или даже широкой стопой.
Главный амбассадор Виженов — это Кевин Де Брёйне. Другие футболисты вроде Каутиньо и Мореза так и не перешли на них окончательно. Nike же позиционирует бутсы как модель для полузащитников с хорошим пасом. Элитная версия стоит 19 тысяч. Верх сделан из материала Flyknit с особенной ребристой структурой для работы с мячом. Внутренняя часть обуви выполнена по технологии Quad Fit, которая дает отличную посадку. Материал верха, закрывающие шнурки, предельно гладкий, без каких-либо видимых швов. Все для идеального контроля мяча. Ну и конечно же All Condition Control присутствует в элитной версии. Бутсы с названием Pro стоят 9000, разница почти в 2 раза. Внешних отличий не так много, но они есть. Другая текстура верха из более плотного материала и слегка упрощенная внутренняя часть. Флагманские футзалки и сороконожки в этом и некоторых других силуэтах выходят в версии Pro. Elite даже не ищите. В случае с Phantom такая обувь имеет все технологии стандартных бутс, плюс пену Nike React в подошве для отличной амортизации. Как по мне, модель в целом удачная. Любительская версия выполнена с еще более плотным верхом и упрощенной подошвой. Осталась лишь главная фишка, определяющая стиль модели — технология Ghost Lace, система скрытой шнуровки. Ну а она слегка отличается визуально. Видны более толстые переходы и швы. Ценник Boots 6300 рублей. Но версия Академ у вас есть возможность сэкономить. Производитель выпускает 2 варианта. Второй с открытой шнуровкой и без носка. Такая обувь обойдется на 600 рублей дешевле. Бутсы для начинающих вообще простые. Вариант только с открытой шнуровкой, абсолютно стандартной подошвой и плотным материалом верха. Честно говоря, они очень отдаленно напоминают элитную версию. Их цена 4700. Таблица отличий перед вами. А теперь идем дальше. Nike Phantom Venom — самый молодой силуэт бренда. Модель вышла в конце 2018 года вместо серии Hyper Venom. Venom имеют сходство с предшественником, а также с уже легендарными Total 90. В отличие от хайперов, новинка выходит теперь только в версии без носка на голеностопе, поэтому любители классики должны присмотреться. Nike продвигает Веномы как силуэт для забивных форвардов и для тех, кто любит бить поворотом. Об этом говорит не только реклама, но и некоторые детали на самих бутсах. Модель подходит для ребят с узкой и средней стопой, имейте это в виду. Амбассадоры — Мауро Икарди, Харри Кейн и Роберт Левандовски. Версия Elite продается по цене в 17 тысяч, что дешевле предыдущих силуэтов. Фишкой топовых фантомов является зона удара с прорезиненной накладкой. Выглядит действительно необычно и круто. Сам верх в целом адаптирован для классной работы с мячом и для удобной посадки. Асимметричная шнуровка, которая наполовину скрыта, дает большую площадь касания мяча. Материал верха текстурирован узором в виде пчелиных сот. Это тоже влияет на работу со снарядом. Язычка нет, его заменил материал Flyknit, который улучшает посадку и вентиляцию. Подошва сделана по технологии Hyper Reactive, которая имеет максимальный изгиб в разные стороны для большей маневренности. Полупрофессиональная версия сделана по традиции с более плотного материала верха и уже с другой текстурой. Это видно даже по фотографиям. Язычок менее эластичный по сравнению с элитной версией. Зона удара упрощена, хотя визуально разницу замечаешь не сразу. Но что интересно, подошва практически не отличается и имеет такую же хорошую гибкость в передней части. В цене разница с флагманской версией в 9000, это больше, чем в 2 раза. Версия Академии дешевле еще на 2000 рублей, но, как вы понимаете, более упрощенная. Верх похож по материалу, но более плотный. Стала другой подошва. В отличие от более дорогих версий Boots, она сохранила только очертания. Неизменно асимметричная шнуровка и текстильная накладка на ней. Веномы для новичков версии Club стоят 4700 рублей и имеют уже открытую шнуровку и базовые детали. По этой таблице можно рассмотреть разницу уровней более наглядно. Четвертым же силуэтом в нашем списке, но далеко не по рейтингу, является модель Nike Tempo. Это классические бутсы, которые выпускаются с начала 90-х. Они по-прежнему выполнены из кожи, хотя новые технологии проникают и сюда. Некоторые части обуви заменены на Flyknit для большей прочности и уменьшения веса. Силуэт подходит по большей части для футболистов с широкой стопой, имеет свойство растягиваться и принимать форму ноги. Nike продвигает Tempo как обувь для защитников, хотя порой бренд действовал вопреки собственной маркетинговой стратегии. В этой модели играли Рональдиньо, Тоти и Пирло. Элитная версия выполнена из мягкой кожи кенгуру в передней части, из материала Flyknit в области пятки и язычка. Применение синтетики также в лучшую сторону влияет на удобство посадки.
Вообще чувство мяча в этих бутсах прекрасное. Ценник профессиональной модели 15 тысяч, самый низкий среди элитных версий Unai. Вторая по уровню модель Pro, также сделана из кожи кенгуру. Здесь уже не используется Flyknit, язычок имеет другую конструкцию. Подошва также слегка упрощена в сравнении с топовой версией. Футзалки и сороконожки данного уровня выходят с подошвой по технологии Lunar. Она дает классную амортизацию. Цена Pro-версии 9700. Тоже немало, но вполне оправдано. Версия для любителей выполнена из более плотной и дешевой телячьей кожи. Подошва также упрощена. Убрав все технологии, Nike сумел получить вполне себе приемлемый ценник до 5000 рублей. Ну и версия Club предназначена для совсем начинающих футболистов. Здесь производитель отказался от главной фишки силуэта – кожаного верха, заменив его на дешевую плотную синтетику. Цена 4000, непонятно какой в них смысл. Лучше добавить 1000 и взять следующую по уровню модель. Помимо 4 регулярных силуэтов, Nike выпускает параллельно ограниченным тиражом футзалки с козьей кожи Lunar Gato и изредка релизит классическую модель Premier. Выходят они не особо часто, поэтому на них останавливаться подробно не буду. Теперь вы знаете, чем отличаются силуэты друг от друга и почему же с виду одинаковые бутсы стоят по-разному. Самое главное, обувь нужно выбирать не исходя из рекламного позиционирования, а из собственных предпочтений и комфорта. Пробуйте и экспериментируйте. А если не знаете, где гарантированно можно найти все самые новые модели, то я вам подскажу. В магазине наших друзей fancard.ru с доставкой по всей России и СНГ. Только оригинальные бутсы на любой кошелек. А если хотите скидку 10%, используйте этот промокод. Ссылку на магазин оставил внизу. Надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы, жду вас у себя в Инстаграме. Вот он. Подписывайтесь на Мяч Лаб, здесь только уникальная и нужная инфа о футбольной кипе и технологиях. И наши прошлые ролики заценить не забудьте. Я Юра Русанов. Пока.